Всем привет! Добро пожаловать на нашу уютную кухню. Сегодня мы печем традиционную круглую кяту. Для этого рецепта нам понадобится мука, молоко, яйца, сахар, дрожжи, сливочное масло, вода, растительное масло, соль, сода, ванилин. А теперь ингредиенты для начинки. Сахар, сливочное масло, мука, ванилин. Начинаем с муки. Обязательно просеиваем, чтобы тесто получилось особенно нежным. Готовим опару. Воду нагреваем до 95 градусов Фаренгейта или примерно 35 градусов Цельсия. Добавляем сахар, дрожжи, и немного муки. Все размешиваем и убираем в теплое место на 20 минут. Опара оживет и поднимется. Пока опара подходит, разогреваем молоко. Не перегреваем, температура должна быть около 102 градуса Фаренгейта или 39 градусов Цельсия. И растворяем в нем 150 граммов сливочного масла. Остальные 20 грамм оставим на потом. В большой миске размешиваем яйца с солью и сахаром до легкой пены. Теперь вливаем теплое молоко с маслом. После добавляем подошедшую опару. Масса становится пышной. Постепенно всыпаем муку. Добавляем соду и ванилин. Замешиваем тесто. Втираем оставшиеся 20 грамм сливочного масла.
замешиваем мягкое тесто. Оно становится гладким и эластичным. Добавляем растительное масло, снова втираем. Разравниваем, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час, пусть поднимается. Тем временем, пока тесто поднимется, готовим начинку. В глубокую посуду насыпаем сахар, ванилин, муку, После этого прямо в смесь натираем холодное масло через крупную терку, периодически обваливая его в муке. Все перетираем руками. Получается нежная сладкая крошка. Тем временем тесто подошло. В середине пройденного времени мы его немного обмяли. Теперь выкладываем его на пергамент и делим на 4 части. Укладываем на поднос, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Накрываем и оставляем на 15 минут, пусть немного отдохнет. Теперь берем один шарик, слегка расправляем и на центр выкладываем четверть начинки.
Аккуратно собираем в мешочек. Присыпаем мукой. Прокалываем вилкой, чтобы выпустить лишний воздух, и раскатываем скалкой от центра к краям. Переворачиваем заготовки швом вниз, укладываем на противень и даем постоять еще 10 минут. А тем временем разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия или 360 Фаренгейта. Пока выпечка подходит, а духовка разогревается. В емкость разбиваем яйца. Нам нужны желтки. И перемешиваем с 1 чайной ложкой молока для смазки. Перед запеканием смазываем смесью. Делаем вилкой узор. И прокалываем в нескольких местах, чтобы выпустить лишний воздух. Выпекаем до золотистой корочки. Вот какая у нас получилась ароматная рассыпчатая кята. Настоящая армянская классика. Домашняя выпечка, которую захочется испечь снова и снова. Спасибо, что готовили с нами. Делитесь нашим рецептом. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. До свидания. До следующего видео.